Итак, всем привет! Значит, сегодня будет видео о замене масла. На моем канале уже есть такое видео, но прошло много времени, много чего поменялось, поэтому я решил снять еще одно. В том видео, которое я снимал раньше, я вам говорил, что я заливал Crown Oil. Это неплохое масло, но с тех пор я подумал, почему бы не перейти на оригинал. Потому что Crown Oil стоил, по-моему, 170 гривен, а оригинал стоил 249 гривен за литр. Ну и вот уже третий раз я буду заливать вот такое масло. Оригинальное с допуском 229-51. Этот допуск был выпущен в 2005 году, но бояться не стоит, потому что он подходит 2.7 CDI 210 Мерседесу. Циферка 1 в конце говорит о том, что это масло с увеличенными интервалами замены. То есть как бы рекомендуется менять его раз на 20 тысяч километров. Но я по своему опыту могу сказать, что этого делать не стоит. Нужно менять не позже 10 тысяч, ну в крайнем случае 12 тысяч. И то это такого допускать нельзя часто. Значит, лучше менять от 8 до 10 тысяч это масло. Естественно, в зависимости от стиля езды. Если вы любите ездить боком, часто со светофоров уходите, то желательно менять его и чаще, начиная с 5000. Вот так выглядит 1-литровая канистрочка. Значит, у меня была такая история, я взял это масло, когда первый раз поменял, и я решил попробовать, будет ли оно сохранять свои свойства на вот эти 20 тысяч, которые там зарекомендованы. Я ездил, я проехал 10 тысяч, попробовал, вязкость была более-менее нормальная. Ну, как оно было грязное, естественно, но... И я продолжил ездить дальше. И так я доездил до 16 тысяч и все-таки поменял его, потому что на 16 тысячах оно уже было очень черное, очень грязное, и вязкость там уже не была такая, как в самом начале. То есть, как бы... Можно предположить, что инженеры специально так делают, пишут вот такие большие интервалы замены. Надо же как-то убивать эти двигатели. Как вы знаете, вот эти моторы, которые идут на 210 Mercedes дизельные, они очень надежные. И если их нормально обслуживать, то они будут ходить и миллион, может и больше. Ну и, наверное, это такой коммерческий ход, как бы. И с другой стороны, можно понять, что когда двигатель новый, то там идеальная компрессия, идеальное прилегание колец к стенкам цилиндров. И, естественно, газы с камеры сгорания, они не так сильно просачиваются в картер, к маслу. И поэтому, возможно, когда машина новая, то может и это нормально, поменять на ней масло раз на 20 тысяч, как пишет производитель. Но когда машина имеет большой пробег, естественно, увеличивается количество газов, которые просачиваются из камеры сгорания в картер. И, соответственно, масло быстрее чернеет, быстрее загрязняется. И менять его на 20 тысячах ни в коем случае нельзя. Также на этой машине бортовой компьютер предлагает менять масло раз на 20 тысяч, но этому верить не стоит. Меняйте раз на 8-10 тысяч и будет все нормально. Перед вами оригинальный масляный фильтр. Его номер детали А611-180-0009. Распаковываем его. Значит, там должен быть сам фильтр и набор прокладочек. Вот на фильтре видно другой номер детали. А112-194-0025. Никаких других маркировок на нем нету. Бывает, идут оригинальные фильтра, на них также пишет MAN, то есть бывает ставят MAN по оригиналу, но в данном случае просто значок Мерседеса. И вот перед вами набор прокладочек. Вот так это все выглядит. Для того, чтобы лучше выходило масло, перед тем как его сливать, нужно открутить маслозаливную крышку и вытащить немного щуп, чтобы сверху воздух поступал и соответственно вышло больше грязи. Также мы сейчас снимем декоративную крышку двигателя, потому что масляный фильтр находится там под ней. Так. Откручиваем декоративную крышку. Перед тем как менять масло, нужно было нагреть полностью двигатель, чтобы он был теплый до рабочей температуры.
Итак, откручиваем защиту картера. Головка на 13, да? Да. Сливаем масло. Значит, для снятия корпуса масляного фильтра у нас вот есть такая штуковина, такая цепь, она самозатягивающаяся. Одеваем ее на него. Так просто легче снимать и не сломается он. Таким образом оно затягивается постепенно. И должно легко откручиваться. Обычно на нем нету большого момента, там, по-моему, 25. Да, там, по-моему, 25 ньютон писало. Вынимаем старый фильтр. Какой стоял, там не видно, там уже, наверное, не видно. Ман, Bosch. Обычно я ман ставлю. Видно. Ну ладно. Сильно грязный. Проверка на стружку. Нету? Грамма. На спринтерах-то проверяется двигатель. Если стружка, много стружки между ребрами, тогда уже пизда мотору. Тут нету ни грамма, видишь? Теперь нужно снять старые уплотнительные прокладочки с корпуса масляного фильтра. Все протираем. Как только сняли, сразу ставим на ее место другую новую. Так, тут 3 колечка должно быть. Все это очень просто делается. Берем смазывать. Теперь эти новые уплотнительные колечки нужно смазать маслом, чтобы они все были влажные. Берем новый фильтр, одеваем. Все на свое место. И руками закручиваем. На корпусе масляного фильтра пишет, что его нужно закручивать с усилием 25 ньютон. Но у нас нет динамометрического ключа, поэтому мы слегка с чувством его подтянем этим съемником. И все будет готово. Вот так оно все выглядит. И хватит. Закручиваем назад пробку. Масло чем дольше сливать, тем лучше. Больше грязи выйдет. Я не рекомендую использовать никакие промывки. Многие используют, но как хотите, на свой страх и риск. Я считаю, что все-таки там до пол-литра промывки остается в двигателе после использования, и она разбавляется потом с маслом.
Промывка не имеет таких свойств, как масло, смазывающих и таких долгоиграющих свойств. Поэтому как бы использование промывки ухудшает качество заливаемого масла. Если уже так вам не имется, хотите промыть двигатель, просто купите масло с таким же допуском, просто не такое дорогое, залейте, проедьте 200-300 километров и слейте его. И после этого уже залейте нормальное масло. Итак, закрутили снизу сливную пробку, поставили защиту на место, и теперь осталось только залить свежее масло. Посмотрим, сколько влезет. Обычно заходит 6,5 литров. По паспорту должно идти 7. Всегда пол-литра остается. Видимо, все-таки в двигателе какая-то часть старого масла остается. И заливаем новое масло. Залили 6,5 литров. И вот, как вы видите, почти максимум. Поработала машина немного, насос прогнал масло по системе, заполнился масляный фильтр, и теперь после этого делаем контрольный замер масла. Прошло где-то около 10 минут, как мы ее заглушили, чтобы все стекло назад в картер, и смотрим. Чуть выше половины. 100 грамм можно долить. Я думаю, больше. Я думаю, все можно долить, пол-литра можно долить. Итак, заменили мы масло, и теперь осталось сбросить только межсервисные интервалы. Вот вы видите меню, в котором показывает пробег. Сейчас он 460 тысяч 87 километров. Значит, дальше нажимаем стрелочкой. Вы здесь видите, что до следующей замены как бы осталось 11 100 километров. Потому что бортовой компьютер рекомендует здесь менять масло раз на 20 тысяч. Но на самом деле я проехал чуть больше 10 тысяч километров. Дело в том, что компьютер здесь считает километры не по расстоянию, а потом в каком режиме работает двигатель. То есть если вы едете по трассе в спокойном режиме, то проезжая несколько километров, компьютер списывает меньшее количество километров, чем вы на самом деле проехали. А если вы где-то в городском режиме агрессивно ездите, естественно, компьютер будет списывать большее количество километров до следующего сервиса. Поэтому вот так вот и получилось, что как бы я проехал больше 10 тысяч километров, а компьютер списал 8900 километров всего лишь. Для того, чтобы сбросить межсервисный интервал, зажигание должно быть включено. Мы нажимаем вот эту кнопочку, вот она, R, на панели приборов и удерживаем. Нам вылазит такое вот меню, выпадает. Пишет Do you want to reset service interval? Confirm by pressing R. Если вы хотите сбросить сервисный интервал, удерживайте, нажмите R. Мы еще раз повторим эту процедуру. Нажали R и удерживаем. И нажимаем R. Дальше держим. Так, как видите, сервисный интервал сброшен. Снова пишет 20 тысяч до следующей замены. И два вот такие гаечных ключа, что говорит о том, что следующий сервис будет большим. То есть, кроме замены масла, нужно менять еще и другие вещи, такие как, допустим, топливный фильтр. То есть, один раз оно там один ключик будет вам показывать, второй раз, каждый второй раз будет показывать два ключика, соответственно. И теперь мы еще замеряем уровень масла через бортовой компьютер. Для этого мы стрелочкой переключаемся в меню замера масла. И оно нам пишет, что замер масла невозможен, поскольку я только недавно заглушил двигатель. Нужно подождать какое-то время, где-то минут 5-10, и тогда оно замеряет уровень масла. Также хотел добавить по замеру уровня масла, что его нужно мерять только тогда, когда машина стоит на идеально ровной поверхности. Как видите, я снова пробую, оно снова мне не дает его замерить. Сейчас пройдет несколько минут, и мы его замеряем.
Значит, у меня не было времени ждать тогда, я оставил машину на несколько часов. И сейчас мы снова попробуем замерить уровень масла. Вот здесь мы переключаемся по пунктах меню. Идем в пункт меню, где показывают километраж. Дальше стрелочками идем в пункт меню замера масла. Engine Oil Level Switch on Ignition. Он просит включить нас зажигание. Включаем зажигание. Идет измерение уровня масла. И мы видим, что уровень масла в порядке. Engine Oil Level OK. Итак, кому было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч.